Для начала рассмотрим следующую фразу. И говорит сначала о первом, а в заключении о последнем, и о том, чего не слышал, говорит: «Этого я не слышал», и признает истину. Противоположность этому – голем. Что означает слово «голем» и почему он является противоположностью мудреца? Одна из стадий развития бабочки на иврите называется голем. Сначала из яйца вылупляется гусеница, затем она окукливается, и после этого из куколки выходит бабочка. Голем – это что-то, что имеет некий потенциал, но еще не обрело окончательной формы. Сырье. Это материал, из него можно что-то создать, но на данный момент это в стадии голем. Мудрецы говорят, что есть люди, которых называют големом. Здесь нет насмешки или пренебрежения, как принято в наше время, когда называют кого-то голем в качестве обидного прозвища. У мудрецов каждое слово наполнено смыслом. Говоря о таком человеке, что он голем, имеется в виду, что он еще не оформлен, он еще не реализовал свой внутренний потенциал, не воплотился в действии. Поэтому мудрецы начинают с того, что у голема есть 7 признаков, и у мудреца есть 7 признаков. Мудрец не говорит в присутствии того, кто превосходит его в мудрости или по возрасту. Про Амана написано, что он сразу же выскочил, как глупец, лезущий вперед. А мудрый человек, которому есть что сказать, понимает, что здесь присутствует кто-то старше и мудрее, значит, не я должен первым говорить. Если задали вопрос, пусть сначала ответит уважаемый, мудрый, старший. Чем старше человек, тем больше у него опыта. Как надо относиться к старшим поколениям? Не так, как делают некоторые, считая пожилых, отжившими свое, а с уважением сесть с ними, послушать их мудрость, получить совет – это важно. Мудрец не перебивает другого. Еще один важный показатель культуры речи. Даже если ты считаешь, что кто-то говорит глупость, и у тебя есть чем возразить, не перебивай. Дай человеку закончить мысль, а потом уже говори свою. Это проявление уважения и воспитанности. Кроме того, каждому известно, иногда кажется, что понял, что хочет сказать собеседник, а когда он заканчивает свою речь, вдруг осознаешь, что совсем не понял бы его, если бы перебил посередине. Сегодня вошло в моду перебивать. Извините, что перебиваю. Часто можно услышать в разговорах, и, произнеся это, человек чувствует, что теперь ему все дозволено. Нет, не перебивай и не извиняйся за это. Просто дай человеку договорить, а потом скажи свое слово. Третье качество. Не спешить с ответом. Когда тебе задают вопрос, сначала подумай. Некоторые не успевают до конца дослушать вопрос, сразу начинают отвечать. Человек хочет показать, что он знающий, но если он немного подумает, возможно, скажет что-то другое, может, выразит мысль лучше, чтобы ее легче было принять, чтобы с ним согласились, например. Это часть искусства речи, когда человек владеет собой и дает себе время на размышление, прежде чем ответить. Не спешит с ответом, спрашивает по сути и отвечает четко. То есть, когда обсуждается определенная тема, он остается сосредоточенным на данном предмете разговора, а не перескакивает на другую. В Гемаре указан случай, как ученики сидели рядом с раби Иудой Анаси, составителем Мишны. Среди них был и Рав, который впоследствии стал великим мудрецом поколения. Тогда он был еще молодым учеником. Его родственником был раби Хия. Он был очень близок к раби Иуде. Во время урока Рав задал вопрос по теме, не связанной с уроком. Допустим, урок был по законам субботы, а он спросил о тфилине. Раби Хия сказал ему: «Сколько раз я говорил тебе, никогда не задавай вопрос не по теме урока». Иногда человек полностью сосредоточен на обсуждаемой теме. Он весь поглощен ей, а когда его отвлекают вопросом на другую тему, даже если он знает ответ, в данный момент он не будет столь точным. Поэтому, когда говорят на одну тему, не уводи разговор в сторону, особенно когда это касается слов Торы и религиозных законов.
Это также проявление уважения, придерживаться обсуждаемой темы и только завершив ее переходить к следующей. Допустим, кого-то спрашивают при его возвращении домой: «Видел ли ты Ицхака в подъезде? И что ты собираешься делать завтра?» Если он мудрец, он ответит по порядку. Что касается Ицхака: «Да, я его видел». «Нет, не видел». «Завтра я собираюсь сделать то-то и то-то». Если он не мудрый, он перепутает порядок. Это признак отсутствия внимания к деталям. Мудрец отвечает на вопросы в том порядке, в каком они заданы. Это признак того, что он владеет своей речью и информацией. И о том, чего не слышал, он говорит: «Я не слышал». Иногда задают кому-то вопрос на ту или иную тему, и человек, несмотря на то, что не знает правильного ответа, не хочет показаться несведущим. Поэтому он начинает отвечать не по сути. Но мудрый человек не стыдится сказать: «Я не учил это, нужно изучить данный вопрос, разобраться». Это признак мудрости. Тот, кто пытается казаться всезнающим, на самом деле показывает, что не относится к категории настоящих мудрецов. Но он признает истину, что тоже является одним из признаков мудрости. И в том же стихе из Мишлей сказано: «На устах разумного найдется мудрость». Мы уже объяснили простой смысл. У разумного человека на устах всегда мудрые слова. Раши толкует этот стих глубже. Когда человеку делают упрек, разумный отвечает: «Да, я согрешил». То есть разумный человек умеет принять правду. Это также признак мудрости, признание своей ошибки. Именно мудрый человек знает, что он не идеален. Иногда муж и жена могут ссориться долго из-за какой-то одной причины, и одна сторона знает, что не права, но не способна сказать: «Прости, я был неправ». А ведь в этом нет ничего унизительного. Когда человек сходит с высокой лестницы гордыни, которую сам себе выстроил, признает свою ошибку и просит прощения, это показатель его мудрости. Разве это не признак скромности? Почему Шломо, царь Соломон, включает признание истины в характеристику мудреца? Почему мудрецы в Перкей Авот относят умение признать правду к признакам мудрого человека, а не просто скромного? Ведь на первый взгляд это черта смирения. Человек, который готов отказаться от своего статуса, уступить и сказать: «Ты прав, я ошибся». Безусловно, это связано и со смирением. Но царь Шломо и мудрецы учат нас, что это также свидетельствует о мудрости. Мудрец – это тот, кто просчитывает последствия. Он думает на шаг вперед. Если ты ошибся, но упорно стоишь на своем, что из этого выйдет? Если человек знает, что ты не прав, но все равно упорствуешь на своем, то вызываешь у него внутреннее отторжение. И затем, когда понадобится помощь, например, от жены или мужа, вся горечь, обида и раздражение, вызванные тем, что ты не признал свою вину, выйдут наружу. Ты потеряешь уважение не только в духовном смысле, но и в обычной жизни. Поэтому мудрый человек, видящий последствия, понимает: лучше признать ошибку сейчас, чем пребывать в ссоре 2 дня. Тем более я все равно знаю, что был неправ. Каждый человек может найти подходящие слова: «Я ошибся», «Прошу прощения», «Извини, ты был прав», «Я признаю, что думал иначе, но теперь вижу, что ошибался». В одном из своих писем Рамбам, Маймонид, пишет: «Всевышний может свидетельствовать обо мне. Я радуюсь больше тому, кто указывает мне на мою ошибку, чем тому, кто говорит мне, что я был прав». У большинства людей наоборот. Если ты докажешь, что они были правы, они уважают тебя. А если покажешь им, что они ошиблись, обижаются. Но Рамбам говорит: «Я рад тому, кто исправляет меня. Не потому, что мне приятно ошибаться, а потому, что если бы он этого не сделал, я остался бы в заблуждении». Поэтому я рад такому замечанию. А тот, кто приводит доказательства тому, что я был прав, спасибо, что укрепил мою точку зрения. Но даже без этого доказательства я бы остался при своем мнении.
ты просто подтвердил его. Большое спасибо. И все же радость и благодарность, которую я испытываю по отношению к тому, кто указал мне на ошибку, намного больше. И это величие человека, которого мудрецы и царь Шломо называют мудрым. А его противоположность – голем, тот, кто не принимает истину, не признает ошибок, не смотрит наперед. Давайте углубимся еще в один интересный аспект этой Мишны, который требует объяснения. Наверняка, когда мы прочли Мишну, у некоторых возник вопрос: почему Мишна начинает с упоминания голема и только затем мудреца? Почему бы не начать перечислять 7 качеств мудреца, а затем указать, что у голема наоборот? Или если уж начал с голема, так опиши сначала его признаки, потом переходи к мудрецу. Комментаторы объясняют здесь очень красивую мысль, которую мы привели также в комментариях на Перкей Авот. Мишна хочет нас научить важной мысли. Каждый человек начинает как голем. То, что ты замечаешь в себе, если перебиваешь других, лезешь отвечать на вопрос первым. Не расстраивайся. Это нормально, с этого начинают все. 7 признаков у голема – это начальная стадия. Следующий этап – 7 признаков у мудреца. Постепенно работай над собой. Измени себя, оцени свои поступки, проверь, где ты уже продвинулся, а где еще есть, что исправить. Так человек продвигается в жизни и, в конце концов, становится по-настоящему мудрым. Человек не может родиться ангелом. Иногда мы разочаровываемся в себе. Почему у меня есть такой дурной наклон, такое сильное желание? Наверное, я никчемен, ничтожен, низок. Но это ошибочное ощущение. То, что у человека есть дурное начало, стремление даже к самым негативным вещам, это не делает его плохим. Если кто-то говорит: «Я родился с влечением к чему-то, что запрещено Торой, и у меня это пылает внутри», это не значит, что он проблемный человек. Он должен сказать себе: «Это моя тренажерная площадка, которую дал мне Всевышний, чтобы я боролся, преодолевал и заработал этим свой будущий мир». Одного дурное влечение ведет в одну сторону, другого в другую. Одного к гневу, другого к похоти. Это не изъян. Изъян – это если человек сдается, если он мирится с своими трудностями. Это и есть внутренний смысл стиха. 7 раз упадет праведник и встанет. Он падает не потому, что грешник, а потому, что у него есть дурное начало, но он встает, он не мирится с падением, и потому он остается праведником. Как ребенок, который учится ходить, падает, встает, и так до тех пор, пока не научится. Такой подход актуален и во взрослой жизни. Поэтому Мишна начинает с упоминания признаков голема, а потом переходит к признакам мудреца, чтобы показать путь развития. Мудрый человек всегда помнит: смерть и жизнь во власти языка. Он понимает, что его семейное счастье зависит от его же слов, от того, как он говорит. Воспитание детей, будут ли они воспитанными или бунтующими, зависит от нашего тона при разговоре и отношения к ним. Родитель, который унижает и пренебрежителен для своих детей при разговоре с ними, может говорить самые правильные вещи. Но если он не уважает чувства ребенка, результат будет обратным. Как сказал Раф Вольбе, ребенок словно пружина. Чем сильнее ты на него давишь, тем дальше он отскочит, когда освободится. Но, с другой стороны, нельзя давать полную свободу. Вседозволенность, правильный подход. Левая рука отталкивает, правая приближает. Как сказано в Талмуде, левая рука слабее, то есть границы следует ограничивать без напора, без лишней строгости. Но правая рука сильнее. Тепло и любовь к ребенку должны ощущаться в полной силе. Ребенку нужны и родительская близость, и определенные рамки. Но любви должно быть больше, и она должна быть сильней, а вот ограничения мягкими. Это и есть правильный баланс между любовью к ребенку и ограничениями, которые ему необходимы. Но даже левая рука, отталкивающая, никогда не должна быть унижающей. Поэтому Мишна говорит:
Пусть уважение по отношению к твоему ученику будет для тебя столь же дорогим, как к себе самому. Хоть ребенок еще ученик, у него тоже есть чувство достоинства. И так же, как ты ожидаешь, чтобы тебе указывали на ошибки без унижения и позора, так же и ребенок ожидает аналогичное отношение. Говори с ним уважительно и по делу. Так поступать правильно, а вот так неправильно. Это можно, а это нельзя. Направляй его. Иногда нужно применить наказание, это нормально. Но если ребенок растет в атмосфере тепла и любви, то даже когда получает наказание, у него остается внутренний баланс. Он знает, что папа его любит, хвалит, поддерживает. Сейчас он наказал меня, но я знаю, что любим. Такой ребенок вырастает счастливым. А главное проявление тепла и любви осуществляется через нашу речь. Есть родители, у которых, слава Богу, хорошее материальное положение, но нет терпения проводить время с детьми. Поэтому они покупают им все, что те хотят, лишь бы не мешали, пусть получает свой iPhone, дорогие игрушки, лишь бы не беспокоил. А когда ребенок вырастает, родители не понимают, почему он отстранен, почему не любит их, почему воспринимает родителей как чужих. Когда он был маленьким, я так заботился о нем, дал ему в 100 раз больше, чем сам получил от своих родителей. Но с моими родителями у меня душевная близость, а он ко мне относится как к чужому. Ответ прост. Потому что твой ребенок не чувствовал твоей близости и любви. Ребенку нужно чувствовать, что родители его любят. А проявление чувств выражается прежде всего через речь. Если ребенок часто слышит слова любви и похвалы, если родители внимательно рассматривают его поделки и работы, дают советы любя, он расцветает. Тоже верно и в семейной жизни. Рамбам пишет: «Уважай жену больше, чем самого себя, и люби ее, как самого себя». Это также должно проявляться через речь. Уметь говорить с ней нежно, быть внимательным, поддерживать, находить правильные слова в нужный момент. Тогда появляется расцвет, радость жизни. Так как у нее много жалоб по отношению к нему, не следует доводить ситуацию до развода. Мудрый человек понимает, если ситуация в отношениях почти дошла до развода, значит, есть систематическая проблема, от которой невозможно отмахиваться. Обычно никто не желает развода без весомой причины. Я посоветовал тому мужчине: запиши ее 3 основные жалобы, которые повторяются из раза в раз. И даже если ты уверен, что она не права в своих претензиях, пообещай себе: я изменю свое поведение в этих 3 аспектах. Часто претензии жен связаны тем или иным образом с речью мужа. Например, одной из причин может быть повышение голоса мужа на жену. Еще одной причиной может быть отсутствие времени у мужа на жену в целом, в том числе и для общения, разговора по душам. 3-я распространенная жалоба: ты больше привязан к своей матери, чем ко мне. Муж в ответ обычно отвечает: как ты можешь так говорить? Я тебя люблю. Но жена не всегда сможет объяснить, что именно ее ранит. А если бы он снял себя на видео во время ссоры с женой, как он раздражен, как резко реагирует на ее слова, отвечает на повышенных тонах, а потом вдруг звонит мама, и он тут же становится мягким, ласковым, говорит с ней теплым, нежным голосом. Становится ясно. Жена наблюдает это, и ей обидно. Как груб он со мной, и как нежен с мамой. А потом еще говорит, что любит меня не меньше. Ей неудобно предъявлять претензии по отношению к свекрови. Но муж должен сам обратить на это внимание. Это касается каждого мужчины. Особенно в первый год после свадьбы. Следует каждому проследить, как он разговаривает со своей женой и как с матерью. Ведь не случайно Тора говорит: «Свободен 1 год ради жены, которую он взял». Первый год – это время, когда нужно инвестировать максимально в отношения. Если вложиться в брак в первый год, вся совместная жизнь дальше будет спокойной. Но если в первый брачный год муж показывает жене, что она второстепенна, что есть люди и дела поважнее нее, работа, мама, друзья, тогда она живет в напряжении.
и впоследствии придется прилагать колоссальные усилия, чтобы уладить обиду. А если с самого начала муж передает жене следующее послание: «Ты для меня важнее всего, я уважаю тебя», это значит, что он добился настоящего успеха, и тогда всю жизнь его жена будет рядом с ним, спокойной, радостной и счастливой. Мужчина, вступивший в брак, должен наблюдать за собой, правильно ли он проявляет внимание и уважение по отношению к своей жене. Не надо принижать маму, но нужно улучшить качество общения с женой. Говори с женой в том же тоне, что и со своей матерью. Те же слова поддержки и похвалы говори и ей. Особенно в первый год не стоит слишком часто разговаривать с мамой в присутствии жены. Жена хочет, чтобы ты был как можно чаще рядом. Если у тебя есть полчаса на разговор с мамой, поговори с ней, когда ты на работе. Если ты работаешь на себя и распоряжаешься своим временем, найди для разговоров с мамой подходящее время. Но когда ты дома с женой, уделяй внимание только ей. Мужу следует записать 3 из озвученных женой жалобы и принять решение стремиться к установлению мира в своем доме. Даже если мужчине кажется, что жена преувеличивает, она говорит, что мы мало разговариваем, но я считаю, что вполне достаточно. Однако, если она жалуется, значит, ей действительно этого не хватает. Реши, что с сегодняшнего дня ты уделяешь жене каждый день по 15-20 минут при выключенном телефоне. Посидите вместе за чашкой кофе, дай ей выговориться. И когда она говорит, не спорь с ней, не корректируй ее, а поддержи, если жена делится. На работе меня упрекают, что я не справляюсь, что опаздываю, а ты ей в ответ: «А что ты хотела? Так оно и есть», то таким образом только ухудшится связь между вами. Скажи ей: «Я тебя понимаю, тебе действительно тяжело, и дом на тебе, и работа, и то, что с тобой так грубо разговаривали, это действительно обидно. Прояви сочувствие. Жизнь и смерть во власти языка. Речь – это мощная сила. Человек обязан уметь контролировать ее. Следует запомнить важное правило: не все, о чем ты думаешь, следует озвучивать, и не все, что говоришь, нужно записывать». Многие сразу, не раздумывая, делятся своими мыслями. Такой человек не мудр. Мудрецы сказали: слово приравнивается монете, а молчание 2 монетам. То есть молчание ценнее речи. У человека есть естественный внутренний порыв сказать и показать, что он знает, что прав или что он в теме. Но часто лучше промолчать. Человек, который умеет контролировать свою речь, знает: если я сейчас заговорю, начнется спор. У меня есть что сказать, и я уверен, что прав. Но я знаю, чем это закончится. Я хорошо знаю свою жену, своих детей, своего коллегу, знаю, куда это заведет. Поэтому даже если мне есть что сказать, я лучше промолчу, чтобы не накалять обстановку. И награда за это молчание велика, и не только в этом мире. В Талмуде сказано: «Кто уступает в своих претензиях, тому прощаются все его грехи». Часто молодые люди, становящиеся на путь Торы, спрашивали меня, как им поступить на 7-дневном трауре по умершему родственнику. Так как их семья все еще оставалась далека от религиозного образа жизни, от них ожидали услышать утешительные слова, наполненные духовным смыслом. Молодые люди задавались вопросом, что им следует подготовить. После смерти человека близкие вдруг начинают понимать, что существует мир грядущий. Все заняты материальными заботами, пока кто-либо из близких или знакомых не умирает, не дай Бог. И тогда возникает вопрос, что же можно сделать ради души родного человека? Ответ таков: произносить благословение на еду, изучать Тору, исполнять заповеди, совершать добрые поступки и посвятить все это в заслугу его души. Когда человек умирает, что о нем обычно говорят на похоронах? Как он хорошо готовил? Это похвала. Он был очень богатым, у него было с 10 домов. Никто не говорит этого в траурной речи, потому что понимают, это не заслуга. Хвалят человека за то, что он был добрым, за то, что у него было золотое сердце, за то, что помогал другим.
соблюдал заповеди, выделял время для изучения Торы. Все понимают, что когда душа попадает в грядущий мир, это все, что она собирает с собой. Поэтому царь Шломо сказал: «Лучше прийти в дом траура, чем в дом пира. Иногда ты стоишь перед выбором, куда пойти. В дом знакомого, где сидят в трауре, чтобы утешить, или на свадьбу, на которую тебя пригласили. Допустим, нет возможности посетить оба места, так как они происходят в разных городах. Тебе надо выбрать, куда пойти». Естественно, человеку хочется пойти туда, где весело. Но царь Шломо говорит: «Будь мудрым, лучше выбери пойти в дом траура. На свадьбе ты поел, попил, потанцевал, но что это дало тебе для жизни? А в доме траура вдруг осознаешь: этот человек был с нами, я его лично знал, а теперь его нет». Что он забрал с собой из этого мира? Всего лишь кусочек земли, 1,5–2 метра, надгробие и все. Он будет пребывать под небольшим куском земли до воскрешения мертвых. Ему больше ничего не принадлежит здесь. Ни машина, ни шикарный дом, ни частный бассейн. А только его уроки Торы, его заповеди, его духовные усилия, моменты, когда он подавил свои нехорошие побуждения, уступил в ссоре, не держал обиду. Чем больше духовных заслуг, тем лучше. В следующем стихе сказано: «Мудрые хранят знания, а уста глупца близки к падению». Мудрый не высказывает все подряд. Даже истину он умеет удержать при себе, если неуместно ее озвучить. Он знает, когда говорить, а когда лучше промолчать. Глупец ходит у пропасти, и в какой-то момент он в нее упадет, потому что не умеет контролировать свою речь. Также мудрецы сказали: человек не перебивает собеседника, не спешит с реакцией, с ответом, а слушает до конца. И тогда он получает более точную картину сказанного, а его слова воспринимают серьезно. Допустим, приходит 15-летний сын к отцу с просьбой. На твой взгляд, он просит что-то нереальное и невозможное. Если ты перебиваешь его на полуслове и говоришь: «Это вообще не обсуждается», что он почувствует в этот момент? Ребенку будет обидно. Но если ты даешь ему выговориться до конца, даже если понимаешь, что он просит что-то невозможное, и это не следует покупать, все равно позволь ему договорить до конца. Пусть выскажет все, что у него на сердце. Когда он закончит, сразу отвечай. Покажи, что ты внимательно слушал его, что ты обдумываешь то, что он сказал. Затем скажи ему: «Я понимаю, почему это тебе нужно, понимаю, откуда у тебя это желание». Всегда важно дать человеку почувствовать, что его поняли. А потом можно объяснить, почему это невозможно сейчас. Не всегда нужно опираться на причину, которая может его задеть или разозлить. Следует попытаться найти дополнительную вескую причину, которой можно воспользоваться, чтобы помочь ребенку принять отказ. И тогда он вырастает с ощущением, что его уважают, его выслушивают. Да, с ним не согласились, но его не унизили и не высмеяли его просьбу. Умение слушать – это важнейшее качество. То же самое верно и в супружеских отношениях. Человек, умеющий слушать, даже если он думает, что то, что говорит партнер, нереально или невозможно, пусть покажет: «Я с тобой, я тебя понимаю». Есть даже такое правило в еврейских законах. Когда по законам Торы разбираются в денежных вопросах, например, между партнерами по бизнесу, которые хотят перестать сотрудничать, или между соседями, знакомыми, когда один требует возврат долга или другого обязательства от второй стороны. Все стороны высказывают свои доводы. Сначала истец излагает свои претензии, потом ответчик высказывает свое мнение. По еврейскому закону, даже если судья уже знает, каков верный приговор, он обязан повторить услышанное. «Я понял, что вы утверждаете то-то и то-то, а вы в ответ говорите так-то и так-то». Зачем это нужно? Во-первых, чтобы убедиться, что он действительно правильно понял обе стороны. Иногда человек думает, что понял, а другой имел в виду совсем другое. Когда судья пересказывает услышанное, собеседник может его поправить. «Нет, не совсем так. Я имел в виду другое». И тогда судья уточняет услышанное. Во-вторых, это дает сторонам понять,
что он внимательно выслушал, что он разобрался в сути спора, и теперь он выносит обоснованное решение. Хотя это закон применим в основном для суда, он применим также и в обычной жизни. Иногда ты словно судья между двумя детьми, между мужем и женой, между знакомыми. Когда человек умеет слушать, он помогает сгладить конфликт. Царь Давид говорит, если перефразировать на понятный нам язык: «Даже если кто-то желает мне зла, жалуется на меня, унижает меня, я слушаю его до конца. Может, в его словах есть что-то, что я действительно должен исправить?» До этого момента мы говорили о том, как владение речью, умением молчать и слушать может изменить жизнь к лучшему. Но есть еще более глубокий уровень, который выражен всего в нескольких словах, и он уже касается духовного измерения мироздания. Есть стих, в котором приведено обращение Всевышнего к человеку. «Я вложил мои слова в твои уста, и тенью руки моей прикрыл тебя, чтобы насадить небеса и основать землю». Всевышний говорит человеку: «Я сотворил мир с помощью речи. Знай, и ты можешь с помощью речи также изменить реальность». Когда мы просим передать нам тот или иной предмет на иврите, можно сказать: «Передай мне эту вещь». Вещь на иврите «давар». Потому что «давар» — это не просто предмет, это то, что сотворено речью. Слово «давар» происходит от слова «дибур» — речь. Ты на самом деле говоришь: «Дай мне то, что было создано божественным словом». Человек, говорящий на иврите, даже сам того не осознавая, говорит с верой, даже если он заявляет: «Я атеист». Сказать «дай мне этот предмет» значит в целом сказать: «Дай мне то, что Всевышний пожелал, чтобы оно существовало». Поэтому понятия «вещь» и «предмет» называются «хефец», что также переводится как «желание», и «давар», которое является также однокоренным словом слову «речь» «дибур». И Всевышний говорит: «Я сотворил мир речью и тебе дал эту силу в уста». Речь – это уникальная сила, присущая только человеку. Все остальное – зрение, слух, движение – присутствует и у животных. Существует 4 уровня творения: неодушевленное, растительное, животное и выше всего человек, на иврите обозначен как медабер, говорящий. Если бы у нас не было речи, мы были бы лишь частью животного мира, но благодаря речи человек получает особенный статус медабер, говорящий, наивысшую ступень творения. Всевышний дал человеку дар речи не только для того, чтобы люди могли общаться между собой, ведь мы могли бы обходиться и без слов, как животные, с помощью жестов, звуков, сигналов вполне можно было бы хорошо контактировать. Но речь была дана человеку прежде всего для общения с Богом. А как бонус мы получили возможность общаться и между собой. Во время изучения Торы Бог говорит с человеком, потому что тот читает его святые слова. Когда человек молится, он также общается с Богом. Это двусторонняя связь. Через учебу Всевышний говорит с нами. Через молитву мы говорим с Ним. Слово «тфила», молитва, состоит из тех же букв, что и птила, фитиль, который соединяет огонь наверху и масло снизу в лампе. Так и молитва связывает человека, живущего в материальном мире, с царем мира, с Творцом. Молитва – это великая сила. С помощью нее можно отменить приговоры, спасти солдат, решить личные трудности. Всевышний вложил огромную силу в наши уста, а мы редко используем ее полноценно. В Гемаре рассказывается, как один из мудрецов сказал своему другу: «Я принял от своих учителей, что мир держится благодаря дыханию, исходящему из уст детей, изучающих Тору». Имеются в виду дети до бар-мицвы 13-летия, еврейского совершеннолетия, которые еще ходят в хедер. Мудрец говорит: благодаря их чистой речи, произносимой во время изучения Торы, мир продолжает существовать. Это как кислород, без которого человек не может жить. Также и без Торы мир не может существовать. Собеседник удивляется: ты восхваляешь речь детей. А как же мы? Разве наши слова Торы не важны? Мы ведь тоже много учимся. Речь идет об Амараим, величайших праведниках, обладавших духовной силой. Он отвечает: несравнимо дыхание, не запятнанное грехом, с дыханием, в котором есть грех. Даже если человек является праведником,
Раввином или великим мудрецом все равно нет на земле праведника, который делал бы только добро и ни разу не согрешил. Но ребенок до 13 лет чист, не имеет за собой грехов. Когда он читает Теилим, псалмы, учит Тору, все, что выходит из его уст, совершенно чисто. Эти звуковые волны святы, и их влияние на мир, их духовная сила несравнимо выше, чем у взрослого, даже самого великого раввина. Вот почему так важно, чтобы в синагогах по субботам собирали группы детей, учили с ними Тору, читали псалмы и давали им сладости. Устраивали розыгрыши и конкурсы, а в конце молились за солдат Израиля. В некоторых местах открывают шкаф со свитками Торы и рассказывают детям хорошие истории о вере, учат немного еврейских законов, говорят поучающую речь, подходящую их возрасту. Это важное и большое дело. А если в твоем районе такого еще нет, возьми инициативу в свои руки. Собери детей сам или найди человека, который будет это организовывать, и обеспечь его всем необходимым. Скажи ему, что оплатишь это, будешь покупать конфеты, главное, чтобы он организовывал каждый шаббат сборы детей для совместной учебы. Потому что святые слова, произносимые этими детьми, имеют большую силу, чем изучение Торы взрослых. Она сильнее даже, чем изучение Торы учениками ешив. Великий каббалист Рав Хаим из Воложина в своей книге «Нефеш ха-Хаим» объясняет нам, насколько велика сила слова. Он пишет следующее. «Истина, не подлежащая никакому сомнению. Если бы весь мир от края до края оказался, не дай Бог, хотя бы на одно мгновение полностью лишен занятий Торой и размышлений над ней, то все миры, верхние и нижние, в тот же момент были бы разрушены и исчезли бы без следа. Все звезды, галактики, духовные миры – все исчезнет, если в мире не будет изучения Торы даже одно мгновение». Бен Ишхай пишет, что именно по этой причине, когда на одной стороне Земли солнце заходит, на другой стороне оно восходит. Когда у нас вечер, в другой части света утро, чтобы всегда, каждый момент кто-то в мире изучал Тору. Вот почему Всевышний создал мир именно таким образом. Мы учим также от мудрецов, насколько велика сила речи. В трактате «Шаббат» сказано: «Из-за распущенности речи, непристойных слов, приходят многие бедствия и тяжелые приговоры, и юноши умирают». Когда мы слышим о солдате, который погиб на службе, или о молодом человеке, который погиб в аварии, мудрецы отмечают, у этого есть причина, а именно грех непристойной речи. Человек оскверняет свои уста пошлыми шутками, руганью, словами, которые кажутся безобидными только на первый взгляд. Это приводит к духовному загрязнению в атмосфере, а оно, в свою очередь, влечет тяжелые последствия в материальной реальности. Если у тебя есть даже 5 свободных минут, используй их для чтения Теилим, изучения свода законов, прослушивания лекций по Торе. Этим ты поддерживаешь существование всего мироздания. Теперь прочтем слова из Гемары, трактата Брахот о толковании снов. Раби Бена, один из мудрецов Талмуда, говорит: в Иерусалиме было 24 толкователя снов. Они не были фантазерами, а действительно понимали суть сновидений, занимались этим профессионально, люди приходили к ним, платили и получали точный разбор своих снов. Даже мудрецы Израиля рекомендовали обращаться к ним. Мы уже подробно говорили о том, что есть 2 типа снов. Есть сны, в которых человек просто избавляется от стресса и мыслей, которые озадачивали его в течение дня. Такие сны пусты, как сказано, сны пустословны, и их не нужно толковать. Но бывают сны с посланием, и в Гемаре указаны признаки, по которым их можно распознать. В таких случаях стоит обратиться к тому, кто умеет толковать вещи и сны, и желательно в положительном ключе. Один мудрец рассказывает: «Однажды я увидел сон, где я пришел ко всем 24 толкователям снов. Один дал мне одно толкование, другой совершенно иное. Но все, что каждый из них сказал, сбылось». Это подтверждает правило: все сны следуют за устами. То есть сон, как неразгаданная загадка,
а слова толкователя как ключ, и именно по этим словам будет определено, как сон реализуется. Человек может сказать: да какая разница? Один сказал так, другой иначе. Но в этом-то и суть. Речь определяет результат. В Гмаре приводится такой пример. Бар Капара рассказывает раби Иуде Анаси: «Я увидел во сне, что у меня отпал нос. Очень неприятное ощущение». Раби Иуда отвечает: «Гнев ушел от тебя». В иврите слово «нос» «аф» связано с понятием гнева, как в стихе «И воспылает гнев Господа». Отпадание носа во сне – это отмена приговора, то есть гнев прошел. Затем Бар Капара продолжил: «Позже я увидел, что у меня отрезаны руки». Рав Иуда отвечает: «Это значит, что ты разбогатеешь. У тебя больше не будет нужды работать руками». Бар Капара продолжил: «Далее я увидел, как были отрезаны мои ноги. Можно представить, с каким чувством я проснулся». На это раби Иуда Анаси ответил: «Это значит, что скоро тебе не придется ходить пешком, так как будешь передвигаться на лошади». Это пример того, как толкуют сны в положительном ключе. Поэтому Зоар говорит: если человек видит сон, пусть расскажет его тому, кто его любит, чтоб тот истолковал его в добром ключе. А если дать на истолкование сон недолюблившему нас человеку, тот истолкует его негативно. И так мы сами можем причинить себе вред. Это указывает на силу слова. Но стоит добавить к словам Зоара, речь идет не просто о близком человеке, а о любящем, который понимает, что сон нужно истолковывать в положительном ключе. Если ты расскажешь ему: «Мне приснилось, что я умер», и он говорит: «Скорее пиши завещание, это вот-вот случится», то какая польза была от того, что ты рассказал ему свои опасения? Ты только навредил себе. Лучше рассказывать сны тем, кто желает тебе добра и умеет смотреть на все позитивно, потому что то, как истолкуют, так и может произойти. Это также выражение внутреннего духовного уровня силы речи, и этому тоже стоит уделить внимание. Когда человек владеет речью, умеет использовать ее правильно, он становится мастером слова. По поводу стиха из Теилим: «А действительно ли вы говорите справедливость?» Мудрецы сказали: на простом уровне понимания речь идет о правде. Но мудрецы дают более глубокое объяснение слову «омнам», что переводится как «действительно». Они читают его словно «оманут» – мастерство, искусство. Что является мастерством человека в этом мире? Молчание. Особенно, когда кто-то злословит, сплетничает. Притворись немым. Скажи себе: «Я ничего не знаю, я не слышал, я не участвую в этом». Но дальше мудрецы спрашивают: «А как насчет слов Торы? Ты ведь можешь преподавать Тору?» Ответ на это дает продолжение стиха: «Говорите справедливо», то есть говорите только правду и только там, где это нужно и уместно. Искусство – это не просто молчать, а знать, когда молчать, когда говорить, как говорить и как выражаться. И именно так человек может повысить качество своей жизни и жизни людей вокруг себя, наполнить ее добротой и счастьем. Посвятим эти слова Торы в защиту народа Израиля и солдат Израиля во всех уголках мира. Пусть Всевышний исполнит желание сердец всех присутствующих здесь и всех, кто смотрел эту лекцию, к добру и благословению. Амин.